Привет всем! Добро пожаловать на мой канал скандалов. Прежде чем я перейду к видео, не забудьте подписаться на мой канал и нажать кнопку «Мне нравится». Спасибо, и давайте перейдем к моему видео. Вот подробная, эмоционально насыщенная таблоидная статья на русском языке, построенная вокруг заявления Афры Сарачоглу о том, что Мерт Рамазан Демир никогда не любил ее. В тексте раскрываются скрытые конфликты, неравные чувства и мрачные закулисные интриги их нашумевших отношений. Молчание, длившееся месяцами, наконец было нарушено. Афра Сарачоглу, долгое время отказывавшаяся комментировать свою болезненную и запутанную историю с Мертом Рамазаном Демиром, произнесла фразу, которая теперь обсуждается на каждом углу: «Звездочка, Мерт никогда не любил меня, звездочка». Эти 6 слов обнажили хрупкость всей иллюзии, которую они вдвоем годами мастерски поддерживали. И если ранее отношения пары казались сложной, но искренней историей любви, теперь они представляют собой трагедию одностороннего чувства, равнодушия и хладнокровного расчета. Источником откровения стала частная беседа Афры с близкой подругой, запись которой внезапно оказалась в распоряжении журналистов. Голос актрисы звучал спокойно, почти отрешенно: «Звездочка, он хорошо играл. Настолько хорошо, что даже я какое-то время верила. Но потом я поняла, там не было тепла. Не было настоящих глаз, что смотрят на тебя с нежностью. Был только холодный взгляд, взгляд мужчины, который видит в тебе проект, а не женщину, звездочка». По словам тех, кто находился рядом с Афрой во время ее романа с Мертом, она долго пыталась бороться за эти отношения. Она искренне старалась. Верила, что он просто закрыт, что ему нужно время. Она прощала молчание, игнор, срывы, объясняя это съемками, стрессом, усталостью. Но он не давал ничего взамен. Рассказывает один из стилистов, работавший с Афрой во время съемок их совместного сериала. Примечательно, что, несмотря на публичную близость, инсайдеры утверждают, за пределами камеры красных дорожек между ними царила отчужденность. На мероприятиях они держались за руки, улыбались, но за кулисами – тишина. Афра смотрела в окно, Мерт листал телефон. Они были как актеры, забывшие выйти из роли, вспоминает бывший редактор одного модного журнала, освещавшего их роман. Со временем Афра, по ее же словам, начала замечать тревожные сигналы: холодные переписки, отсутствие интереса к ее эмоциям, равнодушие к проблемам. Он не спрашивал, как я себя чувствую. Ему было все равно, если мне плохо. Но когда камера включалась, он становился другим. Ласковым. Теплым. Таким, каким я хотела его видеть. Но только на публику. Это противоречие между частной реальностью и публичным образом стало для актрисы мучительным. Особенно больно ей дались моменты, когда она пыталась наладить настоящий контакт. Один из близких друзей Афры признает: звездочка, она готовила ему сюрпризы, писала записки, старалась поддерживать. А он просто кивал, не запоминая ни деталей, ни слов. Он был эмоционально пуст. В этом и была его сила. Он мог играть чувства, не испытывая их, звездочка. Но самое горькое, по признанию Афры, она поняла во время их расставания, которое позже оказалось частью пиар-компании. «Звездочка, я думала, что он хотя бы тогда что-то почувствует. Что в нем зашевелится хоть капля боли. Но он просто подписал бумагу, надел темные очки и ушел. Ни взгляда. Ни сожаления. Только четкое понимание: он освободился, звездочка», — говорила она подруге, сжав в руке зажигалку, с которой Мерт, по слухам, не расставался на съемочной площадке. Психологи, приглашенные таблоидами для анализа, говорят о классической ситуации эмоционального паразитизма. Звездочка, один партнер дает, вкладывается, надеется. Второй использует, дистанцируется, манипулирует. И часто делает это с абсолютным спокойствием, не испытывая чувства вины. Похоже, Афра столкнулась именно с этим, звездочка. Многие коллеги теперь пересматривают свое отношение к Мерту. Один известный режиссер, ранее работавший с ним, признался, что всегда ощущал в нем ледяную отстраненность. Звездочка, он был профессионален, но не человечен.
Он не проживал эмоции, он их воспроизводил. Точно, эффективно, но без души, звездочка. Со стороны Мирта пока нет никакой реакции. Ни интервью, ни опровержений. Он, как всегда, хранит молчание или, возможно, выжидает. В социальных сетях царит буря, фанаты делятся на лагеря. Одни обвиняют Афру в драматизации, другие поддерживают ее, говоря: «Звездочка, она заслуживает настоящей любви, а не холодного расчета, звездочка». Тем временем Афра, по словам ее близких, переживает болезненное, но необходимое очищение. Она постепенно выходит из эмоционального ступора, пересматривает окружение и отказывается от всех совместных проектов, в которых фигурирует имя Мирта. «Звездочка, я хочу начать с нуля». Без него. Без воспоминаний, без лжи. Только собой, настоящей, звездочка, якобы написала она в своем дневнике, часть которого была процитирована ее подругой. И теперь главный вопрос звучит иначе, чем раньше. Не встречаются ли они снова, и не будет ли продолжение. А звездочка кем на самом деле был Мерт Рамазан Демир для Афры Сарачоглу? Любовником. Коллегой. Иллюзией, звездочкой или всего лишь блестящим зеркалом, в котором она пыталась разглядеть чувства, которых там никогда не было.